Все началось в тот вечер, когда в доме было особенно тихо. Та самая редкая тишина, в которой слышно не только каждый шаг, но даже мысли. Муж снова уехал в командировку, как всегда, не предупредив заранее. Он давно привык к расстояниям, а я давно разучилась скучать по нему. Дом был погружен в полумрак. Только огонь в камине потрескивал, бросая тени на стены, будто хотел рассказать какую-то древнюю сказку, одну из тех, где герои делают то, чего не должны, но не могут иначе. Я заметила его, моего старшего. Он спустился по лестнице в темных спортивных штанах и футболке, босиком. Он выглядел уставшим, но не от дел, а от жизни. Сел у камина, молча. Даже не поздоровался, просто смотрел на пламя так, будто искал в нем ответы. Я пошла за пледом. Теплым, пушистым, пахнущим лавандой. Протянула ему, он взял молча, даже не взглянув. Но я почувствовала, это не безразличие. Это было принятие. Он ждал, что я приду. Он знал, что я рядом. Я села чуть поодаль, на пуф. Мы не говорили. Но именно в такие моменты, в этой тишине, среди огня и теней, рождается самая сильная близость. Не физическая. Другая. Та, что глубже. Та, что пугает. Я смотрела на него и вдруг поймала себя на мысли, что что-то в его лице напомнило мне мужа. Только моложе. Настоящего. Смотрящего, слышащего, чувствующего. А может, я просто устала быть невидимой. Пламя потрескивало. Время будто застыло. И я поняла, это не просто холодная ночь. Это было начало чего-то, что не вписывается в привычные рамки. Но я еще не знала, что именно. Сделаю небольшую паузу. Напишите в комментариях, откуда вы слушаете мою историю, из какого города или страны. Было ли в вашей жизни что-то похожее? Или, может быть, вы просто чувствовали что-то похожее когда-то? Буду рада, если вы подпишетесь, впереди много историй, которые стоит услышать. А теперь я продолжаю. Мы сидели у камина, и время будто растянулось, вязкое, как мед. За окном было тихо, только ветер постукивал в окна, напоминая о том, как легко остаться один на один со своими мыслями. Я смотрела на огонь, но все сильнее ощущала его присутствие рядом, не как сына, а как кого-то, кто вдруг стал невероятно близким. Даже страшно близким. Я поправила плед, он чуть сдвинулся, и моё пальто коснулось его плеча. Это было всего на секунду. Но в ту секунду воздух между нами будто изменился, стал плотнее, напряжённее. И всё же не угрожающим. Напротив, каким-то болезненно тёплым. Я не хотела говорить. Но молчать больше не могла. Впервые за много лет слова начали вырываться сами, негромко, почти шёпотом, будто я боялась спугнуть это хрупкое чувство. «Ты знаешь. Я иногда не чувствую себя живой», — сказала я. Живу, как будто на автомате. Утро, день, вечер. Всё по кругу. Я так устала быть чьей-то тенью. Женой. Молчащей матерью. Просто фоном для чужих жизней. Он не ответил. Только повернулся ко мне. Его глаза были серьёзными. Почти взрослыми. Не осуждающими. Просто слышащими. Я раньше хотела многого. Я была другой. Смелее. Я писала, мечтала, плакала над книгами. А теперь, я даже не помню, когда в последний раз смеялась просто так. Или когда кто-то смотрел на меня по-настоящему. Я не знала, зачем говорю всё это ему. Наверное, потому что больше не могла держать это в себе. А, может быть, потому что только он и остался тем, кто действительно был рядом. Не телом, душой. И тогда он сказал одну фразу. Обычную. Но именно она всё изменила. Я всегда замечал, когда ты была грустной, просто не знал, могу ли подойти. Я не знала, что ответить.
Мурашки прошлись по спине. От признания. От неожиданной правды. От мысли, что все это время я была не такой уж и незаметной. Просто я привыкла к тишине и не заметила, что в ней кто-то жил рядом со мной. Я проснулась от звонка. В комнате было еще темно, только свет экрана ослеплял. На дисплее его имя. Муж. Сердце пропустило удар. Почему-то я сразу знала, что это не просто звонок с дороги. Необычное «как дела?» или «я задержусь». Что-то в его голосе было холодным. Не ледяным. Холодным, как пустая чашка, которую давно никто не наполнял. «Мы поговорим вечером», — сказал он. Но кое-что я уже понял. Эти слова ударили сильнее, чем крик. Он не спрашивал. Он утверждал. И в этом было самое страшное, он знал. Но не про вчерашнюю ночь. Не про наш разговор у камина. Не про то, что так и осталось в тени, не перешагнув черту. Он знал другое. Того, кого я пыталась забыть. Того, кто приходил, когда дом засыпал. Кто знал мои стихи наизусть. Кто целовал воздух у моего окна, оставляя следы на стекле. Кто знал, что я люблю чай без сахара, и говорил мне: ты заслуживаешь большего, чем просто быть чьей-то привычкой. Я ни разу не произнесла его имя вслух. Даже когда мы были вдвоем. Потому что если назвать вслух, станет реальным. А я боялась, что реальность разрушит все, что я втайне берегла. Все, что было только моим. Теперь я поняла, я боялась быть пойманной не за то, что сделала, а за то, что так и не осмелилась сделать. Муж знал. Не как ревнивец, а как человек, который слишком долго чувствовал пустоту рядом, но не решался заглянуть в нее. И в его голосе не было злости. Только усталость. И укор. Тот же взгляд, что был у сына вчера ночью. Только более взрослый. Словно он прощал меня не впервые. Иногда самые страшные измены не телом, а мыслями. Молчанием. Тем, кого впускаешь в душу, пряча от всех. И это не был его секрет. Это был мой. Мне очень интересно узнать, что вы думаете об этой истории. Напишите в комментариях, были ли в вашей жизни похожие моменты. Я читаю каждое сообщение и невероятно ценю ваше доверие и откровенность. Вы — самая важная часть всего, что я делаю здесь. Если вам близка эта история, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди еще много таких же глубоких, сильных и неожиданных рассказов. Пусть ваш день будет светлым и спокойным. Если вы дослушали до конца, напишите в комментариях. Тишина тоже говорит, так я узнаю, кто был со мной до последней секунды.